Привет, я Алексей Соболев, и в этом видео я расскажу про топ-20 ошибок у новичков. Речь пойдет не только про ошибки, но а также про то, как их можно исправить, какие упражнения поделать. Погнали! Стойка. Давайте вспомним основную стойку для выполнения базовых поворотов с проскальзыванием. Колени чуть согнуты, бедра и плечи немного развернуты по направлению движения. Плечи не выходят за границу сноуборда. Руки чуть согнуты в локтях. Передняя рука направлена по направлению движения. Голова смотрит также по направлению движения. Техника. Быстро освежим в голове технику поворотов с проскальзыванием. Она похожа на управление велосипедом на маленькой скорости. Мы поворачиваем руль, и за ним поворачивается переднее колесо, и велосипед меняет траекторию. То же самое мы должны делать на сноуборде. Переносим вес на переднюю ногу в сторону поворота. Сноуборд в этом месте цепляется за снег и начинает поворачивать. Как только сноуборд развернуло, вес необходимо плавно вернуть на середину сноуборда, чтобы доска полностью прогрузилась и вы поехали прямо. Чтобы сделать следующий поворот, необходимо также плавно перенести вес по диагонали на переднюю ногу в сторону другого поворота, и вас начнет разворачивать. Главная задача – научиться продавливать доску, перемещать вес к носу сноуборда в сторону поворота и обратно возвращать на середину. Так как в будущем это позволит вам делать короткие быстрые повороты, а также проезжать более сложные участки трасс с буграми и сильным уклоном. Топ-20 ошибок. Первая ошибка. Начинаешь поворот, вес перенесен правильно, но как только доска начинает ехать вниз, ты почему-то возвращаешь вес на середину, либо на хвост сноуборда, и из-за этого не можешь завершить поворот, и тебя начинает разгонять вниз по склону. После того, как доска поехала вниз, нужно продолжать давление на сноуборд в сторону поворота рядом с передней ногой, чтобы его закончить, и потом плавно надо вернуть вес на середину доски. Вторая ошибка. При перекантовке с заднего на передний кант делаешь заклон внутрь поворота, и из-за этого встаешь на кант, тебя начинает ускорять, и ты падаешь на живот. Техника заклонов в поворотах используется в карвинге, но чтобы ты устоял на доске, нужно больше скорости, вес посередине и хороший угол закантовки. В поворотах с проскальзыванием скорость будет небольшая, поэтому, делая заклон, ты с большей вероятностью упадешь. Заклон с переднего канта на задний при перекантовке происходит очень редко, так как это намного страшнее заваливаться плечами внутрь поворота. Чтобы такого не было, тебе нужно перемещать вес над доской, а не пытаться упасть в сторону поворота. Третья ошибка. Не делай поворот за счет скручивания верхней и нижней частей тела. При такой технике поворота доска не идет по радиусу бокового выреза сноуборда и не рубит все неровности склона. Неровности могут подбить ноги или ты цепанешь канта при таком повороте. Частенько такая техника поворота кажется легкой, и у тебя все получается. Но в будущем это тебе только помешает для прогресса, и тебе придется возвращаться назад и переучиваться. Четвертая ошибка – игнорирование защиты. Быть уверенным в себе – это супер, но когда ты не надеваешь шлем, то это то же самое, как прыгать из самолета, только без парашюта. При падении даже на маленькой скорости без шлема можно легко получить сотряс, потом будет гематома или внутричерепная травма. Вот оно тебе надо вообще? И не забывайте, лучшая защита – это разминка перед катанием. Пятая ошибка. Не возвращаешь вес на середину доски и сидишь постоянно на передней ноге.
Такую позицию еще называют подметание задней ногой. Так получается, потому что после поворота ты не прогружаешь полностью доску, и это тебя накажет рано или поздно, когда ты заедешь, например, на бугры или в лес. Также в такой позиции есть большой шанс цепануть канта в районе хвоста сноуборда. Ребятушки, мы наконец-то обновили наши уроки, теперь там есть информация по карвингу, по фрирайду, еще больше фристайла, больше базовых поворотов. Ко всей этой библиотеке знаний можете получить доступ по ссылочке в описании к этому видео. А также видите вот эту совершенно великолепную масочку, в которой я катаюсь уже 3-й сезон. Мы ее начали производить, мы начали ее продавать, также можете купить ее по ссылочке в описании к этому видео. А теперь продолжаем. 6-я ошибка. Катаешься на прямых ногах. Если колени не согнуты, то они не будут амортизировать на неровностях, и твои ноги будет постоянно подбивать на любых кочках и даже на маленьких комках снега. 7-я ошибка. Когда учишь повороты, не едь по всей ширине трассы, так как ты будешь мешать другим людям. Более опытные райдеры легко просчитают твою траекторию движения и объедут. Но есть много людей, не только на сноуборде, но и на лыжах, которые недавно начали кататься, и есть большая вероятность, что они в тебя влетят. Выбирай широкие трассы с небольшим уклоном, чтобы выучить первые повороты. Так ты создашь меньше аварийных ситуаций. 8-я ошибка. Если ты упал при сходе с кресельного подъемника, не сиди полчаса на выкате. Потому что будешь тупить, и в тебя сразу же въедут люди, которые спускаются следующими. 9-я ошибка. Отсутствие работы голеностопов и коленей при торможении. Если ты просто согнешь колени при торможении на заднем канте и не будешь работать голеностопами, то продолжишь соскальзывать вниз по склону. Всегда подключайте голеностопы, чтобы увеличить угол закантовки сноуборда со снегом, и тем самым лучше будешь тормозить. 10-я ошибка. Переносишь вес только к носу сноуборда, из-за этого нет закантовки. Таким образом у тебя прогружается только нос доски, и кант не может зацепиться за снег, чтобы доска начала поворачивать. Вес необходимо переносить на переднюю ногу в сторону поворота, то есть в сторону переднего или заднего канта. 11-я ошибка. Фатальная ошибка – выбрать очень жесткий став. Сноуборд, ботинки и крепы. Да, для фрирайда такой комплект будет, возможно, отличным, суперским, но если ты только начинаешь кататься, то будешь страдать. И вообще не ясно, продолжишь ли ты заниматься сноубордом дальше. Жесткий сноуборд и крепы ты просто не сможешь продавить, и тебе будет неистово тяжело закантовать доску в базовых поворотах с проскальзыванием. Поэтому выбирай сноуборд и боты помягче для первых шагов в сноуборде. А еще можешь глянуть наш урок по выбору сноуборда в описании к этому видео. 12-я ошибка. Смотришь под себя вместо того, чтобы смотреть по направлению движения. Это происходит обычно из-за страха или из-за того, что райдер не понимает, правильно ли он все делает ногами, хочет проконтролировать этот процесс. При этом можно без проблем кататься по склону. Но рано или поздно вы врежетесь в кого-то или что-то, если не будете смотреть, куда едете, и не будете просчитывать траекторию своего движения и других ребят. Смотреть нужно в ту сторону, куда вы хотите поехать. 13-я ошибка. Сидишь на задней ноге и пытаешься повернуть ей. Я не спорю, если очень постараться, это возможно. Многим людям страшно переносить вес на переднюю ногу в сторону поворота. Но именно за счет переноса веса на переднюю ногу твой поворот будет динамичным, и в дальнейшем ты сможешь делать короткие повороты. Также, если ты сидишь на задней ноге, то будет сложно повернуть и потом остановиться.
Доска становится неуправляемой и иногда сильно разгоняется. 14-я ошибка. Катаешься на жестких ногах, даже если у тебя правильная стойка, а ноги жесткие и напряженные, то на кочках тебя подобьет и ты упадешь. 15-я ошибка. При катании на плоской доске не едешь по направлению ската склона и пытаешься повернуть за счет скручивания в такие моменты. Из-за этого чаще всего райдеры ловят конта. Нужно либо уходить в карвинг, либо в поворот с проскальзыванием. 16-я ошибка. Нельзя сидеть посередине склона, друзья. Вероятность, что такой же новичок тебе заедет в спину, сразу возрастает. Если ты хочешь передохнуть, то делай это сбоку трассы. 17-я ошибка. Отклячиваешь задницу. В таком случае вес уходит за задний кант, то есть давление уходит не в доску, а мимо нее, и тем самым это увеличивает вероятность, что доска из-под тебя выскользнет. Особенно на скорости или кочках тебя начнет подбивать, и ты точно упадешь. Также в таком положении сложно переносить вес в сторону поворота к передней ноге. Не забывай, что в основной стойке мы находимся над доской, бедра чуть повернуты по направлению движения. 18-я ошибка. Наклон верхней части тела назад, а бедра вперед. Тебе будет казаться, что твой вес на передней ноге, но если корпус отвален назад, его вес будет давить на хвост сноуборда. Сноуборд не будет врезаться в снег из-за того, что вес недостаточно перенесен в сторону поворота на переднюю ногу. Поэтому надо следить за тем, что происходит с твоей стойкой. 19-я ошибка. Поехать кататься не в сноубордической одежде. В джинсах, куртке, в варежках обычных и без маски в плохую погоду. Вы промокнете, замерзнете и с большей вероятностью заболеете. Если также без маски поедете в горы кататься, то вам может сжечь сетчатку. Также надо намазаться кремом от загара в солнечный день, иначе станете как вот этот парень. Еще один умер. 20-я ошибка. Развернутый корпус, слишком плюсовая стойка. Из-за нее вес будет распределен не над доской. А также такая стойка может привести к поворотам за счет скручивания. А когда у тебя правильная стойка, ты передней рукой помогаешь себе и тянешься в сторону поворота. Друзья, это видео наполнено большим количеством полезной информации. Пересматривайте его несколько раз, чтобы все это отложилось у вас в голове. Обязательно. Ну и если вы хотите еще лучше прокачать свои навыки катания на сноуборде, переходите в описание к этому ролику и открывайте доступ ко всем видеоурокам нашей школы. Их больше 100. Поддерживайте лайкусиком, дизлайком, комментарием, шлепайте колокольчик, подписывайтесь на канал, дальше будет еще больше интересного контента. С вами был Алексей Соболев. Всем пока!